В этом видео мы разберем основные детали и возможные улучшения в конструктиве и планировке на примере наших вилл в ЖК Элькем Вегас, город Мерсин, Турция. На территории комплекса планируется построить 10 вилл. Это будет 5 зданий по 2 зеркальных и примыкающих друг к другу постройки в каждом блоке. Начнем с экстерьера. Сразу хотелось бы уточнить, что основной подход к данному анализу исходит из моей приверженности к минималистичному стилю как в экстерьере, так и в интерьере жилья. Если вы не особо понимаете, о чем я сейчас веду речь, то можете посмотреть мой предыдущий ролик на этом канале. Ссылка сейчас будет в правом верхнем углу. Также я не претендую на какую-либо экспертность в данном вопросе, поэтому мой взгляд на данную тему является исключительно субъективным. Если вам никак не близок данный стиль в архитектуре, планировке и дизайне интерьера, то можете смело выключать этот ролик. Кстати, мой следующий обзор я планирую отдельно посвятить разбору оформления интерьера и меблировки наших вилл, согласно предоставленных застройщиком рендеров. Итак, давайте начнем. Вилла представляет собой двухэтажное строение с возможностью выхода по лестнице изнутри дома на крышу, которая может выполнять функцию дополнительной террасы. Мы не будем здесь подробно и надолго останавливаться на экстерьере постройки, так как ее формы и внешний вид в целом много зависят от спроектированной планировки здания, но на кое-что мы все-таки указать сможем. Рассмотрим как сам фасад здания, так и прилегающую к нему территорию, с имеющейся на ней инфраструктуре, предназначенную для личного пользования владельца виллы. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это цветовые решения, которые применяются для окраски здания. По моему глубокому убеждению, фасады построек всех типов и видов не только частные отдельные строения, которые географически расположены в южных широтах нашей планеты, должны быть окрашены в белый цвет. Неважно, это непосредственно краска на стенах или любые другие накладные на фасад и стены элементы из любых материалов, таких как керамика, металл, дерево, пластик и так далее. Все это должно быть белого цвета. Выбор здесь белого цвета обусловлен, конечно же, законами физики и термодинамики. Белый цвет отражает солнечные лучи в большей степени, чем черные темные цвета. В свою очередь черные темные цвета в большей степени, чем белый, поглощают солнечные лучи, что способствует большему нагреванию материала, который им окрашен или покрыт. Соответственно, если ваш дом находится в северных широтах нашей планеты, где климатические условия будут требовать потребления большого количества ресурсов для обогрева, то вам есть смысл оформить внешние стены вашего дома в темные цвета, если это эстетически для вас приемлемо. Но если ваш проект находится в жарких странах, как в нашем случае, а именно это Турция и южная часть, Средиземноморское побережье, провинция Мерсин, что мы здесь видим? Боковые и наружные стены вилл окрашены темно-синей краской. То, что снизу также мы еще видим здесь оттенки бирюзового цвета, обусловлено, я так понимаю, тем, что художник, который делал эту визуализацию на рендерах, таким образом хотел показать подсветку, которая будет направлена вдоль наружных стен снизу вверх. Также мы, конечно же, понимаем, что выбор данной палитры цветов обусловлен цветовыми решениями всего жилого комплекса, в котором помимо наших 10 вилл еще будет 4 жилых многоквартирных блока по 15 этажей в каждом. Все эти блоки со всех сторон в основном также будут окрашены в различные оттенки синих цветов, за исключением некоторых элементов фасадной части и боковых стенок балконов. Поэтому наши виллы на этих рендерах имеют такую же цветовую гамму, чтобы не выбиваться из общей цветовой стилистики других строений в данном проекте. При всем при этом я бы все равно окрасил наружные и боковые стены домов в белый цвет, так же как и наружные стены балконов. Тогда бы вся вилла была бы целиком белая, и я не думаю, что это прямо очень сильно вносило бы какой-либо диссонанс в цветовом восприятии всего проекта в целом. Здесь еще можно много было бы на чем акцентировать наше внимание, но давайте пойдем дальше, чтобы этот ролик не получился слишком длинным. Тем более, что некоторых аспектов экстерьера виллы мы еще также коснемся при обсуждении планировки дома. Давайте теперь еще немного поговорим про инфраструктуру территории, которая непосредственно относится к данной постройке. Мы видим, что на земельном участке есть небольшой индивидуальный бассейн, который практически непосредственно примыкает к террасе на первом этаже дома. Погрузиться в этот прекрасный бассейн непосредственно с террасы дома мы можем, пройдя 3 ступеньки вниз. В современных домах уровень бассейна устанавливается в один уровень с террасой. Это очень красиво, функционально и практично, когда терраса переходит сплошным контуром в бассейн. Практично это может быть как минимум с той точки зрения, что ступеньки, которые находятся в непосредственной близости к бассейну, часто будут мокрые, и человек может элементарно поскользнуться на них и получить травму при спуске или подъеме по ним. Всегда старайтесь избежать наличия ступенек возле любых мокрых зон,
насколько это возможно и если это позволяет архитектурный план. Конечно же, мы понимаем, что эти 3 ступеньки вверх от земли к террасе обусловлены тем, что верхний контур фундамента нашего дома возвышается на 500 мм над уровнем земли. Базово это возвышение делается для того, чтобы избежать прямого контакта стен постройки и его основания с землей. Таким образом мы минимизируем воздействие почвенной влаги на эти элементы нашего дома. Такое решение позволяет уменьшить расходную часть, связанную с гидроизоляцией и дренажной системой отвода влаги от нижних контуров стен постройки. Исходя из этой информации, мы, конечно же, уже можем сделать выводы, которые дают нам понимание того, что мы можем возводить нижний контур нашей постройки в один уровень с землей. Просто для этого нам нужно будет провести больше инженерных работ, связанных с гидроизоляцией и дренажной системой отвода влаги. Все, я думаю, с этим все понятно, едем дальше. Также, что еще сразу бросается в глаза и видно невооруженным взглядом, это отсутствие какого-либо навеса от солнца и дождя над парковочными местами для машин. На план-схеме мы видим, что таких мест тут должно быть целых 2. Тут еще можно было бы задаться несколькими вопросами. Как будет работать некоторые инженерные системы, такие как, например, циркуляция воды в бассейне, дренажная система самого участка и так далее. Но в этом ролике мы не будем касаться темы инженерных систем, как внутренних сетей дома, так и внешних. Возможно, мы посвятим этой теме также отдельный обзор. Давайте же теперь наконец перейдем к планировке наших вилл. Сразу скажу, что данный разбор будет весьма поверхностный. При этом мы постараемся затронуть основные моменты. Также хотелось бы отдельно обозначить тот факт, что тема планировки здания – это самый сложный этап при создании всего архитектурного проекта. Нужно продумать и предусмотреть множество факторов, таких как оптимальная траектория движения людей, функциональность, комфорт, практичность, эстетика помещений и многое другое. В данном случае, так или иначе, планировкой вилл в нашем проекте Elkem Vega занимались профессионалы своего дела. И поэтому тут так просто мне сейчас ворваться со своей критикой, замечаниями и новым глобальным видением не получится. И будет, на мой взгляд, не совсем корректно. Давайте начнем с первого этажа. Сразу обратим внимание на прихожую. Ширина прихожей здесь согласно плану 1400 мм. В профессиональной среде все размеры принято указывать в миллиметрах, но для удобства я все-таки буду указывать в сантиметрах. Итак, ширина нашей прихожей, а именно от левой стены до шкафа для верхней одежды справа 140 см. Если мы оставляем коридор сам по себе, то мы можем его расширить. Почему я говорю «если оставляем»? Потому что в последнем варианте я покажу вам планировку без коридора. Здесь для визуализации я не использую какие-либо специальные программы для визуализации планировок и так далее, а просто использую обычный Paint и путем вырезать вставить показываю вам все эти изменения, поэтому не судите строго. Итак, что мы делаем? Мы убираем вот эту часть кухни с холодильником и плитой. Куда убираем, я покажу вам чуть позже. Подвигаем левую стенку вниз. И на эти же примерно 60 сантиметров, которые занимала ширина шкафов на кухне, и уже к этой левой стенке разворачиваем и передвигаем шкаф для верхней одежды. Таким образом у нас сразу же увеличивается ширина коридора на 60 сантиметров и уже составляет 200 сантиметров. Хорошо же? По-моему, отлично. Теперь вы можете меня спросить, куда же мы поставили эту часть кухни? Смотрите, мы просто берем наш остров и перемещаем его в центр нашей кухонной зоны. Сдвигаем в освободившееся после острова место столешницу с умывальником и на их место представляем ту часть кухни с холодильником и варочной поверхностью мы переместили от старой перпендикулярной стены. В итоге что мы имеем? Помимо увеличения ширины коридора на 60 см, мы также визуально и фактически расширили зону кухни-гостиной, так как кухонный остров больше не разделяет с собой пространство и не ограничивает наше перемещение в этой зоне. Теперь мы можем свободно перемещаться в любых направлениях и по кратчайшей траектории в нашей гостиной. Здесь также еще возможна перестановка варочной поверхности и раковины по углам острова. Тогда у нас будет еще больше свободного места на основной столешнице. При этом некоторые хозяйки могут сказать, что им все-таки было бы удобнее иметь у себя под рукой остров, которому не нужно было бы разворачиваться на 180 градусов. Хорошо, без проблем. В таком случае мы можем представить этот остров к раковине. Для удобства доступа к ней мы могли бы ее немного видоизменить каким-либо из таких способов. Но и это еще не все. Мы также можем совместить наш кухонный остров с нашим обеденным столом. Просто они будут немного в разных плоскостях. За счет этого мы также могли увеличить количество посадочных мест за таким столом. Вот как это примерно может выглядеть в реальности. Как видите, вариантов всегда множество, и как лучше поступить, решать, конечно же, вам.
Теперь мы перемещаемся непосредственно в зону отдыха нашей гостиной. Тут все, наверное, еще немного проще. Мы просто из П-образного дивана делаем Г-образный, с короткой стороной вдоль панорамных дверей. Мы можем себе это позволить, так как вдоль всей фасадной стены у нас есть сдвижные панорамные двери, и мы можем оставить выход через них на террасу через смежную дверь. В случае, если мы все-таки решим оставить кухонный остров, то мы можем повернуть П-образную форму дивана, либо оставить Г-образную, только уже с примыканием короткой стороны к кухонному острову, полностью освободив пространство перед панорамными окнами. При этом количество посадочных мест у нас никак не изменилось, так как мы просто заполнили те пустоты между креслами дивана, которые были у нас до этого и которые особо никак не использовались бы. В итоге мы имеем более широкое фактическое пространство, никак не жертвуя при этом комфортом и функциональностью. Чуть не забыл еще сказать о том, что мы могли бы вообще не делать отдельную зону прихожей, убрав при этом шкаф и саму эту стену, так как у нас имеется еще один шкаф для верхней одежды под лестницей. Тогда бы мы могли сделать еще чуть длиннее кухню вдоль стены, немного увеличить при этом остров и сместив его чуть дальше от зоны гостиной. Но тут уже, как говорится, решать хозяину, хватит ли ему места для верхней одежды в этом одном П-образном шкафу, или еще без одного в прихожей ему никак не обойтись. Если хотите мое мнение, то я сделал бы именно таким образом, потому что мы имеем большой холл, порядка 40 квадратных метров. И лично мне при входе хотелось бы сразу обозревать весь этот простор и не чувствовать себя зажатым в узкие стены коридора. Кто-то, возможно, скажет, что нужно отделять грязную зону, где можно снять обувь и верхнюю одежду. Но меня лично конкретно этот вопрос почему-то не особо сильно беспокоит. Тем более, что теплую верхнюю одежду, живя в южном климате, мы особо и не носим. В целом, по первому этажу все. Зону спальни со своим санузлом мы не трогаем и никак не видоизменяем. Также еще один гостевой санузел, который также доступен нам сразу при входе, мы тоже оставляем, потому что вещь эта практичная и нужная. Ввиду того, что если к вам зашли гости и вы не хотите, чтобы они шли в санузел через спальню, то гостевой санузел тут лишним не будет. Или же вам самим очень срочно нужно туда и вы очень спешите и не хотите разуваться, чтобы попасть в санузел в спальне, то вы также можете быстренько зайти и воспользоваться им. Теперь давайте переместимся на второй этаж. Тут бы я хотел принять более радикальное решение. Я бы не делал на втором этаже 3 маленьких спальных комнаты по 11 квадратных метров, а сделал бы 2, но с большими площадями. Как я это вижу, мы убираем эту среднюю спальню. При этом мы можем не делать здесь этот выступ из здания, который был специально предназначен для этой третьей спальни. Давайте так все и выровняем и представим, что здесь пока просто пустое пространство. Для наглядности я специально на всех изменениях планировки и дизайна оставляю вторую зеркальную половину дома, для того, чтобы вы могли сравнить все изменения, как было и как стало. Итак, идем дальше. В освободившемся пространстве от третьей комнаты мы просто делаем П-образный гардеробный для двух оставшихся спален, которые будут максимально удалены друг от друга, что очень хорошо. Далее, в противоположной от фасадной части спальни мы можем немного расширить пространство нашего санузла. Например, сделать больше душевую кабину. За счет того, что нам уже не нужен тот маленький встроенный шкаф, так как у нас появилась большая гардеробная. В основной нашей хозяйской комнате, окна которой выходят на основную террасу, мы также увеличим ванную комнату и можем за счет этого установить там ванну-джакузи. На этой яркой ноте я бы и закончил перепланировку второго этажа нашей виллы. В следующих выпусках мы более подробно рассмотрим интерьер виллы в проекте Elkem Vegas. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий обзор. С вами был Александр Степаненко. До новых встреч!